Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я покажу, как из полимерной глины создать вот такую осеннюю брошечку в виде маленького зонтика. Приступаю к работе. Беру проволоку и откусываю от нее кусочек длиной около 6,5 сантиметров. Круглогубцами загибаю один конец вот таким образом. Посмотрите, что у меня получилось. С помощью инструмента делаю получившуюся деталь более ровной. Из глины черного цвета раскатываю тонкий пласт. Кладу на него детали с проволоки и немного ее прижимаю, слегка вдавливая деталь в глину. Отрезаю лишнюю пластику, оставляя припуски. С одного края оставляю место для загиба. Загибаю пласт таким образом, чтобы деталь оказалась внутри. Хорошенько прижимаю глину. Между ней и деталью не должно остаться пузырьков воздуха. Отрезаю глину по контуру детали. Силиконовой кисточкой заглаживаю края. Прямой конец слегка ужимаю. Металлизированной пудрой серебряного цвета тонирую глину. Отправляю деталь запекаться. После запекания жду, когда она остынет, и покрываю лаком, чтобы закрепить пудру. Бумажный круг диаметром 7,5 см разрезаю на две одинаковые части. Одну часть убираю, а вторую складываю пополам, затем еще раз пополам и еще раз. Хорошенько приглаживаю бумагу по всем линиям сгиба.
Из полимерной глины Фима с эффектом кожи песочного цвета номер 109 раскатываю пласт толщиной полмиллиметра. На пласт кладу шаблон и хорошо его прижимаю, чтобы на глине отпечатались все линии изгиба. По шаблону вырезаю деталь. По линиям делаю на глине складочки. Посмотрите, что у меня получилось. На рабочую поверхность кладу деталь, сделанную ранее, а на нее деталь из полимерной глины с эффектом кожи. Слежу за тем, чтобы трость располагалась ровно по центру детали песочного цвета. Начинаю складывать зонтик. Посмотрите, как я это делаю. Края подворачиваю вовнутрь. В местах, где будет располагаться ремешок, ужимаю зонтик вот таким образом. Из глины того же цвета вырезаю тонкую полоску. Из глины черного цвета катаю малюсенький шарик. Кладу его между двумя листочками бумаги и прижимаю лезвием. Получилась маленькая плоская круглая деталь. Тонирую ее пудрой. На деталь кладу термостразу и слегка вдавливаю ее в глину. На полоску наношу фимогель и приклеиваю к ней украшение. Получился ремешок. Кладу его на зонтик и прижимаю с двух сторон. Отрезаю лишнее. Силиконовой кисточкой заглаживаю срезы
и отправляю зонтик запекаться. А я тем временем займусь изготовлением листочков. Для этого мне понадобится силиконовый молд и фимогель цвета золота. Фимогелем заполняю углубление в молде. Листочки должны получиться тоненькими, поэтому выдавливаю небольшое количество геля. Инструментом распределяю гель, чтобы он заполнил все углубления. Отправляю листочки запекаться. А тем временем запекся и остыл наш зонтик. Кладу его на пласт глины песочного цвета. Отрезаю лишнюю глину. На пласт наношу фимогель. Кладу зонтик и хорошо его прижимаю. Отрезаю всю лишнюю пластику. Влажной салфеткой заглаживаю края. И отправляю зонтик на повторное запекание. После запекания жду, когда глина остынет, и покрываю лаком круглую деталь на ремешке, чтобы закрепить пудру. Когда запеклись и остыли листочки, вынимаю их из молда и подрезаю ножницами вот таким образом. После этого приклеиваю листик к обратной стороне зонтика. Затем приклеиваю застежку. На пласте глины песочного цвета вырезаю под нее отверстие. На обратную сторону брошки наношу фимогель. Приклеиваю пласт. Маленькими ножничками отрезаю лишнюю пластику. Макетным ножом убираю все неровности.
Зубной щеткой придаю глине фактуру. Отправляю брошку на заключительное запекание, предварительно положив ее на металлические баночки таким образом, чтобы листики оказались на ровной поверхности. Так они не деформируются в процессе запекания. Осталось украсить зонтик. Для этого я буду использовать тычинки. Их можно приобрести в магазинах для творчества. Отрезаю у тычинок лишнюю часть хвостиков. Каждую тычинку макаю в клей и вклеиваю в складочки на зонтике. Все готово. Такая брошечка станет отличным дополнением к вашему осеннему гардеробу. А я очень надеюсь, что этот мастер-класс оказался для вас полезным и интересным. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также на профиль в Instagram и группу ВКонтакте. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. Творческих вам успехов и до новых встреч!